Совсем недавно вышла вторая часть Witch Cry, которая продолжила приключения в сказочном мире. Сегодня мы поговорим об этом, составим теории о третьей главе и ответим на вопрос. Witch Cry 2. Хорошо или плохо? Погнали! Сюжет и задумка. Итак, по сюжету после побега из дома ведьмы мы встречаем девочку Гретель, которая прям очень подозрительная. Но об этом позже. Она говорит то, что если ты хочешь отсюда сбежать, то завладей этим миром. Для этого нужно собрать 5 артефактов, один из которых у нас уже есть, и это волшебная палочка. Теперь мы держим путь за красным капюшоном и оказываемся на небольшой локации, где нам придется бегать от приставучей ведьмы и решать прикольные головоломки. Сюжета здесь достаточно мало, и раскрывается он не так быстро. Очень нравится, что вся эта большая сказка имеет свой таинственный сюжет, который раскрывается по классическим запискам. И хоть вопросов у нас все равно в 5 раз больше, чем ответов, очень нравится, как разработчик ставит сюжет в центр событий. Нам показали не один раз намеки, например, с розовой кровью или намек на волка или красную шапочку. Подробнее мы узнаем в третьей части. Задумка с 5 предметами интересная, очень напоминает типичную волшебную сказку, где нужно ходить и искать чудо-предметы. Очень хочу посмотреть на то, как со временем мы будем использовать все 5 предметов для решения разных головоломок. Добавление книги с заклинаниями очень сильно помогает и отсылает нас на дальнейшее ее использование. Очень сильно хочу увидеть механику, где в какой-нибудь 5-й части, выучив уже все заклинания, мы будем проходить их на скорость, решая головоломки и не ошибаясь в заклинаниях. Иначе провал. Мне нравится. Виктор, ты чё? Нельзя же так пугать, как ведьма из тумана. Пофиг, хочу сказать то, что сюжет мало раскрытый, даже делает лор игры еще более запутанней. Допустим, мне непонятно, а волк он вообще добрый или хороший. Моя оценка 7 из 10. Моя оценка 8 из 10. Honey Games молодцы. И да, именно Honey Games, а не Keeplerians. Знаете, почему я так считаю? Есть много причин. Например, из недавнего специального видео на 1 миллион подписчиков на YouTube-канале Keeplerians они поделились графиком разработки игр. Команда у них состоит всего лишь из чуть больше 10 человек, и по их собственным словам, они не могут делать больше 2 игр одновременно. Если вы считаете это ложью, то и до этого было куча примеров, когда Keeplerians делали только лишь 2 игры сразу, не больше. О чем это я? Первая часть игры вышла 24 ноября 2022 года. До этого вышла игра Mr. Meat 2 в июле. После выхода игры Keeplerians работали над обновлением Mr. Meat 2, вышедшее в сентябре. И одновременно делали Ice Cream 7, который, как показала практика 8-го Ice Cream, они делают очень долго. Учитывая логику сторонников обратного мнения, то, что разработчики все головоломки делали сами и только графику сами не делали, получается то, что для Keeplerians это еще и новый опыт. Они чисто физически не могли сделать Witch Cry в такие кратчайшие сроки. И к тому же, вот мне кто-нибудь ответит на один простой вопрос. А зачем им было врать нам? Почему несколько лет назад Keeplerians прямо заявили то, что они выкупили игру Psychopant Hunt и переделали ее под Mr. Meat, а тут внезапно решили усложнить себе жизнь и придумать какую-то систему, типа есть какой-то Keeplerians Publishing, игру делают Honey Games, а Keeplerians только лишь выпускает и помогают им под своим именем. Вот просто зачем? Им что, делать нехер? Недавно вышедшую игру Angry King с похожей графикой они не стали присваивать каким-нибудь X Games. Я не спорю, кепы действительно немного помогли Honey, но тут есть 2 причины. Чтобы аудитория Keeplerians смогла быстро привыкнуть к знакомым головоломкам. И второе, чтобы обеспечить хорошую систему монетизации игры, какой они сами пользуются, чтобы игра приносила доход. С Witch Cry 2 похожая ситуация. Кепы делают сейчас обновление Ice Cream 8 и новую игру одновременно. Вот и все. Тссс. Я знаю кое-что круче волшебной палочки Witch Cry. Это канал неиграбельно. Этот человек по имени Саня использует колдовство, чтобы создавать крутейший контент на Твиче и перезаливать реплеи на свой YouTube-канал. Рубрика «Летсплей». На данный момент на его канале более 200 часов прохождения различных игр, в том числе Reveal, Benny Shares, Ghosts of New Eden, Prince of Persia, The Lost Crown, Dungeons of Sandria, Blood West. Ведьма там тоже затерялась. Офигенное качество картинки, микрофон и веб-камера. Все, что нужно для счастья.
С таким человеком я бы хоть 5 часов напролет играл бы в разные игры. Новые игры все время добавляются, и я считаю это лучшим выбором для вас. Ссылка на этот чудо-канал в описании. Не проморгайте хорошие летсплеи. Музыка и звуки. Музыка в игре, как всегда, на высоте. И хоть новых композиций практически не добавилось, они все равно очень хорошо вписываются в эту главу тоже. Звуки хорошие и подходящие. И хоть качество звуков иногда оставляет желать лучшего по какой-то причине, я все равно ставлю этому 8 из 10. Музыка в игре просто шикарная и передает всю сказочность данной франшизы, хоть ее довольно-таки и мало. 9 из 10. Графика и геймплей. Графика здесь просто космос. Мне кажется, половину всей игры вытянула именно она. Действительно, ты чувствуешь себя в уютной сказочке, которую открыл из большой книги из меню. Великолепные визуальные решения, спецэффекты, света делают из мобильной игры нечто большее. Оптимизация при этом совершенно не страдает. Геймплей не очень замороченный. Локация действительно маленькая и является одним из самых больших минусов игры. Но хочу сказать, то, что Honey Games состоит из одного человека. Да, хотите верьте, хотите нет, но все это время, всю эту сказку вам подарил именно один человек. Ведьма здесь уже немного надоедает. Мне кажется, она больше вписывалась у себя дома, но никак не в открытом дворике. Головоломки достаточно базовые, но не прям скучные. Если убрать помет, то вообще будет круто. Очень понравилось, как в каждой части мы встречаем больше разных отсылок на разные литературные произведения под видом головоломок. Именно это добавляет изюминку в игру. Идея с новыми заклинаниями для палочки бомбезная. Игра короткая и на один разок, соглашусь. Но это лишь одна из глав этой большой сказки. Перед тем, как приступить к «Ведьме 3», моя оценка 7 из 10. Общий балл 7 из 10. Графика у игры также великолепная. Геймплей особо таки незамысловатый, но он также на уровне. 8 из 10. Общий балл 8 из 10. Что можно сказать о так называемом новом конвейере? По сути, вся эта история – это большой набор отсылок на литературу под видом большой сказки из 5 глав. Я не могу назвать это так называемым конвейером, так как в каждой главе новые локации и приключения. Нужно помнить то, что Witchcry первым делом это сказка, а никакая сказка не обходится в 2 главы. И игра не будет так или иначе конвейером, если в каждой главе будут новые локации и головоломки. Сама сага мне очень нравится, так что не откажусь от еще парочки глав. Что же будет в 3-й части? Итак, мы нашли капюшон. Какую силу он должен нам дать? Лично мне кажется, что это невидимость. Да, на призраке польза этого предмета будет равна 0, но ведь можно добавить каких-нибудь злых пчел, например, которые будут кусать нас и на призраке тоже. И вот тут нам поможет красный капюшончик. Другой силы я придумать не могу. Судя по прямым намекам, в 3-й главе мы окажемся на локации у дома плотника. Это просто вау. Посмотрев на арты, показанные на экране, и учитывая стиль Honey Games, можно сотворить чудо-игру. Сапоги-скороходы. Я хочу увидеть этот предмет в качестве нашей следующей цели в 3-й главе. Ну, как вам такой сказочный ролик? Помните, то, что фантазии нет предела, и вы можете поделиться своими идеями в комментариях. Какое ваше мнение об игре? И ждете ли вы 3-ю часть? А я использую фокус исчезновения, чтобы пойти делать для вас новое видео. Всем пока-пока! Умпа-лумпа, пуру-пу-пу, грустную повесть тебе расскажу. Умпа-лумпа, пара-па-па, слушай внимательно эти слова.